Всем большой привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня в этом видео я хочу рассказать о самых популярных компонентах в косметических средствах, отвечающих за омоложение кожи. Вопрос об омоложении кожи возникает у многих, кто начинает замечать на своем лице первые возрастные изменения. У кого-то это происходит раньше, у кого-то позже. Нет определенного возраста, когда это происходит. Вокруг этой темы на сегодняшний день ходит очень много мифов. Многие косметические компании используют эти мифы в своих маркетинговых целях. Я тоже верила в эти маркетинговые уловки и мифы. И прежде чем составить свое собственное мнение на тему анти-эйдж, пришлось изучить много информации и попробовать многое на себе. Уходовую косметику с этими компонентами, о которых сегодня пойдет речь, я использую уже много лет. Я действительно вижу от них эффект и хочу с вами поделиться своим мнением. И еще одна важная такая ремарка. Омолаживающие косметические компоненты работают всегда в совокупности с другими компонентами в составе уходовых средств. И не стоит их отдельно как-то выделять. В плане эффективности нужно рассматривать определенные косметические продукты в целом, так как одни и те же компоненты могут при взаимодействии в одном косметическом средстве быть эффективными, а в другом абсолютно не работать. Итак, первый анти-эйдж компонент — это ретиноиды. Это группа веществ, родственные витамину А. Ретиноиды ускоряют деление базальных клеток эпидермиса, тем самым стимулируют обновление кожи. Кожа обновляется на клеточном уровне, стимулирует активное отшелушивание поверхностных слоев кожи, уменьшают проявление морщин, пигментных пятен, улучшается цвет лица. Кожа становится более упругой и гладкой. Также ретиноиды широко применяются в лечении акне. Кроме того, ретиноиды блокируют воздействие ферментов, которые разрушают коллаген и эластин, стимулируют выработку гиалуроновой кислоты. Ретиноиды отличаются по активности воздействия на кожу. Активные формы ретиноидов могут вызывать сильные побочные эффекты, и их нужно применять аккуратно. И обязательно нужно использовать солнцезащиту. Лично я пользуюсь ретиноидами только в осенне-зимний период, так как в моем регионе очень сильное солнце. Самая сильная форма ретиноидов — это ретиноевая кислота, и вещество, которое идет на его основе, это третиноин. У меня есть вот такая вот мазь с третиноином, называется ретино А, 0,05%. Есть еще концентрации 0,1 и 0,025%. А есть еще так называемая ретиноевая мазь, она уже идет на основе изотретиноина, это родственник третиноина. У меня она тоже есть, но ретиноевая мазь намного менее эффективна, чем третиноин. Еще есть вид ретиноида, как ретинол, он менее активный, чем ретиноевая кислота. У меня есть вот такой вот крем от LifeFlow Health с ретинолом 1%. Но тоже эффективное средство, которое дает прекрасный результат. Но эти средства нельзя использовать каждый день, их можно применять только 1-2 раза в неделю, смешивая с нейтральным кремом 1 к 1. Еще есть ретиноиды, которые часто встречаются в косметических средствах для домашнего ежедневного применения. Это ретинол-ацетат и ретинол-полиметат. Их концентрация в косметике очень маленькая, и они более безопасны в применении. Но эффекта от них придется ждать очень-очень долго. Есть еще растительный аналог ретиноидов, это бакучиол, более безопасный, но по эффективности сравним с ретиноидами. У меня есть вот такая вот сыворотка от Sephora, это моя такая недавняя находка, очень она мне понравилась, хорошо увлажняет и питает кожу, очень ее советую всем тем, у кого к ней есть доступ. Второй анти-эйдж компонент — это наши любимые гидроксикислоты. Это альфа-гидроксикислота АХ, бета-гидроксикислота БХ и полигидроксикислота ПХ. Отшелушивают поверхностные слои кожи, улучшают цвет лица, делают кожу гладкой, уменьшают пигментацию, постакне. В отличие от ретиноидов, не проникают в структуру кожи, а работают только на поверхности кожи, усиливают проникновение активных веществ. Но с этими веществами тоже нужно быть
аккуратными, главное не переборщить. Я такими средствами пользуюсь только в осенне-зимний период, и с ними нужно обязательно использовать солнцезащиту. Из кислот у меня есть вот такой вот пилинг от Аравия на основе молочной кислоты. Я им пользуюсь 2 раза в неделю. Очень бюджетный пилинг. Еще у меня есть вот такое вот корейское средство от Апью. Это такие вот тканевые диски для пилинга на основе АХ-кислот и витамина С. Очень удобное средство для использования. У них очень хорошая пропитка. И сами пады имеют такую рифленую поверхность, которая также способствует отшелушиванию кожи. Третий анти-эйдж компонент – это давно и всеми распиаренная гиалуроновая кислота. Она действительно очень хорошо связывает и удерживает воду. Но есть нюансы. Существует высокомолекулярная гиалуроновая кислота и низкомолекулярная гиалуроновая кислота. Сложно вообще найти крем, где нет гиалуронки. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота отвечает за мгновенное увлажнение и разглаживание кожи, но работает до первого умывания. То есть делает своеобразный такой косметический эффект. А вот низкомолекулярная гиалуроновая кислота работает на долгосрочный период. Со временем кожа становится более гладкой и увлажненные. Средства с высокомолекулярной гиалуронкой хороши для применения днем, под макияж, а вот с низкомолекулярной лучше наносить как ночной уход. Для возрастной кожи хороша и та, и другая гиалуронка. Следующий тоже очень популярный компонент – это пептиды. Это семейство веществ, молекулы которых построены из 2 и более остатков аминокислот, соединенных в цепь пептидными связями. Для того, чтобы увидеть действие от пептидов, требуется накопительный эффект. Пептиды делятся на несколько групп по типу воздействия на кожу. Пептиды, блокирующие мимику, аналог ботокса, хорошо действует на верхнюю часть лица, из известных таких как аргирелин, синейк. Сигнальные пептиды продуцируют синтез коллагена, активизируют восстановительные функции кожи, такие как матриксил, алденин, дермаксил, синкол. Пептиды, влияющие на качество коллагена, хорошо использовать на ранних этапах старения, такие как дермикан. Пептиды, регуляторы меланогенеза, такие как меластатин. Пептиды, укрепляющие антиоксидантную защиту кожи, такие как киларен, пентамид 6. Пептиды, улучшающие микроциркуляцию, айсерил, в основном эффективны в кремах для глаз. Транспортные пептиды используются для доставки антивозрастных компонентов, способствуют синтезу коллагена и эластина, такие как медные пептиды. У меня как раз есть они от Skin Biology. Подробно о них я рассказывала в другом своем видео. Я оставлю ссылку на него в описании. Я их заказываю в Штатах, но есть и аналоги, которые можно купить в России. Из бюджетной косметики можно посмотреть средства от Тиана с пептидами. Я тоже ими иногда пользуюсь. И важное такое дополнение. Обязательно нужно разносить по времени применения ретиноидов, кислот и пептидов, так как они могут нейтрализовать друг друга. Следующий анти-эйдж компонент – это неоцинамид. Это тоже очень популярный компонент в антивозрастных кремах. Неоцинамид – это витамин В3. Иногда его принимают внутрь в виде БАДа. Неоцинамид увеличивает синтез церамидов, липидов, ответственных за целостность гидролипидного барьера. Кожа становится более сильной, уходит сухость, стянутость и шелушение. Влияет на процесс пигментации, замедляет доставку меланина к эпидермису, снижает чувствительность кожи к внешним раздражителям, способствует производству коллагена и повышению плотности, уменьшает трансдермальную потерю влаги, укрепляет защитный барьер кожи. Еще неоцинамид эффективен против акне, так как способен нормализовать жирность кожи. У меня есть вот такой вот лосьон для сухой и нормальной кожи от CeraVe. В его составе есть неоцинамид. Мне очень нравится это средство. Оно хорошо увлажняет и питает мою кожу в зимний период, спасает ее от сухости. Очень его рекомендую. Итак, на сегодня это все, что я хотела рассказать о своих любимых анти-эйдж компонентах.
Пишите в комментариях свои любимые антивозрастные средства. Если видео было полезным и интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем до новых встреч и всем пока-пока.